Как же приготовить креветки? Варить или не варить? Вот в чем вопрос. Много ли вы знаете способов приготовить креветки? А их гораздо больше, чем мы думаем. И сегодня я вас познакомлю с 3 потрясающими, новыми, необычными рецептами приготовления креветок. Начнем с первого. Это креветки в йогуртовом соусе. Итак, креветки я уже очистила. Кстати, как очистить и как выбрать креветки, вы можете посмотреть в разделе «Лайфхаки». Специально для вас я поделилась секретами, которые известны мне. И я вам должна сказать, что креветки с большой любовью и благодарностью относятся именно к бланшировке. Как же готовятся бланшированные креветки? В первую очередь надо сделать брин. Что такое брин? Брин – это своего рода бульон, который снабжен специями. Сегодня у меня это фенхель, черный перец, лавровый лист. Любые, которые вам нравятся. Сюда же я добавлю лимон. И мы добавим вот эти вот укропные стебли, которые обычно идут в мусор. Брин – это бульончик, который настаивается на этих специях. И туда, в разгоряченное сердце этих всех специй, кладутся креветочки уже в выключенном виде, чтобы они впитали всю эту красоту. И мы их вынимаем. Креветки, как и кальмары, к сожалению, боятся высоких температур и долгих обработок. Я поставила воду на высокую температуру. Сюда же я опускаю лавровый лист. Все детали, конечно же, как всегда, у вас в рецептах, включая то, что нам пойдет на замену. С укропом, который предварительно помыт, я поступаю не очень церемонно. Кстати, должна сказать, что укропные ножки и ножки вообще всех трав содержат максимальное количество эфирных масел, которые и дают нам вкус. Мы добавим прямо вот в бульон и сок, и сам лимон. Также я добавлю соль. Перец мы уже добавили, больше нам ничего не требуется. Пока он доводится до кипения, мы займемся приготовлением нашего соуса. Для этого мне потребуется укропчик. Кстати, если вы знаете секрет, как вырастить укроп на собственном окне, пожалуйста, поделитесь. Я с вами признаюсь, у меня успех, ну и то такой сомнительный, только в области базилиководства и мятоводства. Что касается укропов и других трав, я терплю фиаско. Укропчик я измельчила меленько. Сюда я буду выкладывать в нашу чашечку укропчик. Сюда же у нас пойдет йогурт. Мы с вами сейчас сделаем этот соус. Когда креветочки у нас сварятся, соус уже настоится. Йогурт лучше брать жирный, греческий, не меньше 5%. Огурчик у меня молоденький, я его даже не буду очищать от шкурки. Если у вас огурец умудренный возрастом, очистите его от шкурки. Я его натираю. Соус напоминает соус цацики. Кстати, вы можете его найти на моем канале. Что я делаю с огурцом? Сито. Сито ставлю я на чашечку, отставляю в сторонку. И огурчик в сите я посолю и дам стечь. Я вот так немножечко его примну. Ждем, чтобы вышел лишний сок. Брин наш кипит. Снимаю с плиты. И в эту воду опускаю креветочки. Креветочки нам нужны в этой воде буквально на 2-3 минуты. Даже если она больше не кипит. Пожалуйста, не переваривайте ваши креветки. Как узнать, что креветки готовы? Ну, в первую очередь, конечно, они меняют цвет с серо-на-красный. У них загибается хвостик. Но вместе с тем, когда вы их вытащите, чтобы попробовать, вынете из сковороды, они должны быть упругие. Я жду 2,5 минуты для моего размера и вынимаю их сразу в лед. А пока я его принесу, забыла. И сразу опускаю в ледяную ванну. Для чего я это делаю? Чтобы они, дай бог, у нас не переготовились. Креветки, как только они переготовятся, становятся жесткими. Их текстура необратимо испорчена. Даже если небольшие травки попадутся, ничего страшного, мы потом все это уберем. Как только они остыли, я их бережно укладываю на бумажное полотенце. Я даю им просто стечь. Мне не нужна эта лишняя влага. Займусь дальше нашим соусом. Мы добавили, напомню, сюда укроп. Теперь мы добавляем лайм и лимон. Что вам хочется. Буквально чайную ложку. Я прям вот как-то так добавлю. Оливковое масло. Куда без него. Оно же у нас все связывает. Соль, перец. Чесночок я натру на терочке. Если чесночок вас смущает своим острым вкусом, вы можете замочить натертый чеснок в лимонном соке буквально на 1-2 минутки. Он станет гораздо нежнее. Ну вот и все. Мы все добавили. Ой, чуть не забыла.
наш прекрасный огурчик. Посмотрите, сколько сока стекло с огурца. Немножечко дополнительно нажму ложечкой сверху, чтобы дополнительный сок стек. И здесь его беру. Его мы тоже добавляем. Я вдруг захотела добавить немного мяты. Буквально пару веточек. Я добавляю наши креветочки в этот соус. Волшебство. Все это я перемешаю и буду отправлять в холодильник мариноваться на 10 минут. Очень нежные креветки за счет того, что мы их варили в брине, получились сочные, яркие, насыщенные этими вкусами. И я уверяю вас, это блюдо вызовет большой интерес среди ваших друзей. И я думаю, что это станет одним из ваших любимейших летних блюд. А мы переходим к блюду номер 2. Салат из креветок, салат из нектаринов. Вы можете также использовать персики и абрикосы. Авокадо, смесь из листьев салата. Вы можете также использовать ежевику и малину, если у вас нет нектарина. Нам потребуется лимон или лайм, лаймовая цедра, ширачо или аджика, что у вас есть остренького, оливковое масло, сахарозаменитель и все. Что я делаю вообще с креветками, чтобы упростить вашу жизнь, ну и мою. Креветки я заказываю очищенными или покупаю и чищу сама. После этого целую упаковку креветок я кладу в контейнер, пластиковый или стеклянный, добавляю оливковое масло, добавляю немножечко сока лимона и чеснока. И в таком виде я их оставляю. Поверьте, это универсальный маринад. И не важно, что вы собираетесь делать: паэлью, ризотто, салат с креветками или просто приготовить креветки к нашему волшебному арбузному соусу. Мне нужна высокая температура сковороды. В рецепте у вас написано, что нужно добавить масло, но так как я креветки замариновала в оливковом масле, я не буду добавлять дополнительное масло. В этом и удобство. Вы просто их берете и жарите. А мне хочется сегодня сделать дольки вот такого плана. Думаю, будет классно отнести это блюдо на работу. Посмотрим, как у них вытянутся лица. Авокадо мы нарежем на такие же дольки. Раньше я его нарезала, очищала и снова нарезала. А теперь я делаю это вот так. Подцепляю, извлекаю. Самое главное — не тормошить креветки. Положить их и оставить их подумать. Чем больше мы их передвигаем, тем меньше у них красивых золотистых полосок. Итак, в наш чудо-соус я добавила сахарозаменитель, лайм, цедру лайма, соль, перец, конечно же, оливковое масло. И соус практически готов. Я забыла добавить ширачо. Буквально парочку капель. Теперь он заиграл другими красками. Все, креветки готовы. Наш нектарин мы тоже сейчас обожжем. Просто можете положить нектарин на сковородочку и прижарить с двух сторон. Я выкладываю предварительно помытую зелень. Слышите, как она хрустит? Я вот так сделаю. В центр тарелки авокадо. Выкладываю наши обожженные нектарины. И сверху короли сегодняшнего ужина, обеда или завтрака. Креветочки, которые у нас, напомню, замаринованы в чесночке. Нам нужно добавить наш восхитительный соус, который у нас уже я посолила. Собственно, и все. Сложно ли? Нет. Красиво, да. Выглядит ли это как в ресторане? Однозначно. А я сейчас его попробую. Одно могу сказать точно, что этот эксперимент удался. Я обожаю нектарины и персики. И мне всегда хотелось попробовать, а что будет с ними, если их вынудить высвободить свои вкусы. И знаете, какая идея мне пришла? Что это потрясающее блюдо для летних пикников на даче. Когда вы готовите креветки на мангаре, туда же можно бросить ваши нектарины или персики и выложить их на салат и съесть всем вместе. Необычайный вкус, очень сытный, но вместе с тем очень легкий салат. И мы переходим к номеру 3. Теплый салат с цукини, чесноком, базиликом, лимоном, креветками, естественно, и салатом. А начнем мы с того, что мы сделаем из цукини цукиневые ленты. Для этого я цукини немножко обозначу в размерах и буду нарезать овощечисткой вот такие красивые ленты. Сковородочку на высокую температуру. И выкладываю эти ленточки на бумагу и присаливаю. Это я делаю для того, чтобы из нашего цукини выделился сок.
Мы даем им постоять 5 минут. Листья я предварительно промыла, как и все другие салаты, в подкисленной воде. Как обычно я делаю, кладу холодную воду в чашку или прямо в раковину, кладу туда листья, немного уксуса или лимонного сока и даю постоять 5, 7, 10 минут. После этого я их выкладываю на бумажное полотенце или платяное полотенце и потом заворачиваю, кладу в холодильник. И в любое время, в течение недели или даже большего количества времени, вот так они у нас хрустят. И я буду обжаривать те же самые креветочки, которые вы видели в предыдущем салате. Напомню, что я их мариную в оливковом масле, в чесночке и в небольшом количестве лимонного сока. Вы можете их также подсолить, я их обычно не солю, потому что, как правило, мы используем маринады или другие ингредиенты, которые с солью. А также соль вытягивает влагу из креветок, что нам не требуется. Посмотрите, как цукини интересно себя ведет. Соль провоцировала выделение огромного количества воды, которая сейчас уйдет. Креветочки готовы, прошло буквально по 2 минутки с каждой стороны. И теперь в эту же сковородочку я добавлю масло и обжарю цукини. Перед обжаркой я их промокну обратной стороной, чтобы влага впиталась. Так же, как и креветки, это займет буквально пару-тройку минут с каждой стороны. Вы увидите по цвету. И мы начинаем собирать салат. Сначала листья в центр, креветочки, которые у нас уже немножечко остыли. Сверху выкладываю вот так красиво лентами цукини. Мне остается только полить небольшим количеством лимонного сока. Масла здесь у нас и так достаточно. И посыпать листиками базилика. Немного соли. И вуаля! Теплый салат с креветками, цукини и базиликом готов. Невероятное сочетание цукини с базиликом и с креветками. Взрыв вкуса. Сегодня мы познакомились с одними из нескольких моих рецептов креветок, о которых вы просили в своих комментариях. Впереди еще больше креветок, больше рецептов и больше вкусов. А с вами была Яра. До новых встреч!